конечно, здесь много мерседесов. Смотрите, как много интересного здесь есть. 7900 стоит вот такой вот скутер, да, цикломотор. BMW-шечка, между прочим. Кто любит BMW, так же, как мы, тот нас поймет. Или так же, как я, не знаю. В общем, много-много интересного здесь, друзья, на выставке. Кстати, в этом году BMW тоже выпустили еще очередной скутер на электротяге. Если он сейчас здесь есть, мы его вам покажем. Если нет, пока довольствуемся то, что есть. Ну, вообще выставка очень обширная, очень богатая. Много мототехники, много автомобилей, много разных скутеров. Экипировка для мотопробегов. В общем, достаточно интересная выставка. Работает 3 дня. Надеемся, может быть, вы успеете, смотря когда выйдет этот ролик. Ну, а сейчас мы подошли, смотрите, к каким игрушечкам. Казалось бы, маленькая игрушечка, почти что детская. Но это что, Алексей? На самом деле, кто в детстве не мечтал в 15 лет ездить на своем маленьком автомобиле законно, вот это именно та компания, которая производит вот эти мини-автомобили. И в Испании можно ездить на этом автомобиле с правами на мопед с 15 лет. Это очень здорово, очень много подростков, родители покупают вместо мопедов вот такие вот машинки, и подростки ездят уже с 15 лет на таких машинах, даже в школу. Смотрите, беленькая и синенькая здесь представлена, какая красота. Да, стоимость этой машины 11 479 евро. Еще раз повторюсь, здесь не нужны права на автомобиль, здесь достаточно прав на мопед с 15 лет. Сейчас я вам покажу, какая она красивенькая. В общем, это тканевый салон. Все, казалось бы, просто, но для подростка, скажем так, просто шикарно. И, кстати, мы видели подростков, которые действительно, девушки, мальчики, ездят на таких автомобилях. Еще, кстати, могу сказать, что многие сеньоры почтительного возраста уже не могут сдать комиссию на вождение категории «Б», но им с легкостью дают права на мопед. И они также приобретают такие автомобили и ездят уже на таких вот. Вот тоже малюсенькие такие. Смотрите, какая красота. 13 999. А вот это очень интересная модель. Здесь двигатель стоит дизельный, 6 киловатт, почти мотоциклетный, и объем 479 кубиков. А вот они, характеристики. Можете почитать. Очень интересно. Слушай, взрослый человек мог бы вполне сесть и кататься на таком автомобиле. Бабушка какая-нибудь, да? Очень удобно. Взрослый человек, то есть можно ездить в магазин, передвигаться на небольшие расстояния, с небольшой скоростью. Вместительно, есть багажник. Еще можно пассажира везти с собой. Самое главное, не нужны права на автомобиль. Да. Все, идемте дальше. Смотрите, какая красота. BMW есть BMW. Само за себя все говорит. Сколько стоит? 8 998. Такая вот красотень. Вот еще смотрите, кого мы встретили. Какой красавец. Кто-то скажет не очень, а вот во Франции такие очень даже популярные. Алексей, ты рассматривал такие, да? Трициклы? Да, рассматриваю. Мы ездим на спайдере, трицикле, а это очень удобно для города. Когда вы подъезжаете на перекрестке, нажимаете специальную кнопку, и колеса фиксируются, и вам не нужно ставить ногу на землю. И парковаться очень удобно в том плане, что вы подъезжаете, оставляете свой мопед и не ставите на подножку. Если кто-то ездит на таком по Испании, напишите, друзья, ваш опыт. Будет очень интересно. Это Peugeot, стоит 9299. Peugeot Metropolis. Да, я сейчас вам покажу ярлычок, чтобы вы могли прочитать. Тут вместиться можно вдвоем, в принципе. Спинки задней нет, но ничего страшного. Вот такая красотень. Здорово. Достаточно удобно, мне кажется. На пляж ездить можно. Да? А запас хода у него какой? А, это бензиновый? Ну, я уже привыкла к электротехнике, поэтому спрашиваю. К сожалению. Много интересного, друзья, есть на выставке. Есть поношенные автомобильчики уже, BMW-шечки с офертой. Мальчики наши, конечно, прилипли к BMW сразу.
Красивенько. Ну, в общем, много-много интересного на выставке есть. Можно даже кофе попить. Для любителей BMW на этой выставке, кстати, представлено очень много BMW. X5, X7, Соферты. Ну вот BMW-шечки, пожалуйста. X3, красивенькая, приятно пахнет, кожаный салончик. Здорово. BMW есть BMW, что уж тут говорить. Красивенько, здорово. Что это за автомобиль? Это тот же Ford Mustang, вот как мы видели предыдущие электрички, как ты снимала. А это вот самое, что ни на есть классика, с чего все пошло. Ну как, вернее, пошло с гораздо более старших моделей. А это вот такая, я считаю, что пик идеала Ford Mustang. Понятно. Ну, вот такая вот красота. Сними сзади, она красивая. Там у нее фары просто великолепные. Вот. Вау. Это произведение искусства, ты посмотри. Каждая отдельно. 460 лошадиных сил. А, 460 лошадиных сил, друзья. Вот такие автомобильчики здесь есть. Классно. Заплатил налог, и ты спокоен. Классно. Смотрите, какая здесь техника на грани фантастики. Раздает рекламки. Куда поедет. Ну вот смотрите, в Португалии одна девушка-блогер показывала вот такое, например, развозил в ресторане заказ. Видите, а здесь развозит листовочки, в ресторане может развозить тарелочки. Вот так вот будущее у нас начинается сегодня, друзья. Все представлено на выставке, очень интересно. Нам сказали, что вот эти вот 3 робота, они работают, между собой коммуникатируют. Вот этот просто представляет, можно в офис поставить и показывать там свою презентацию своей компании. Вот такая, друзья, у нас очень интересная выставка проходит в Аликанте. Смотрите, какие смартики красивые, машинки как раз для Европы. Маленькие, аккуратненькие, цена вам видна. Все у нас на выставке. Очень интересно. 100% электрический автомобиль. Сейчас мы увидели значок. Но есть и подобный, да, гибрид. По размерам он, в принципе, достойный. Багажник у него тоже. Для путешествия он нормальный. Выясним запас хода. Ну и посмотрим, как внутри. Внутри, я смотрю, там не тканевое, кожаное сиденье. Так, в принципе, достаточно нормально. 4600. Есть еще вот такой электромотоцикл. Друзья, ну а кто любит путешествовать, здесь на выставке представлен вот такой Мерседес. Вот он, его цена. И вот так вот можно уютненько путешествовать. Самое интересное здесь вот эта вот конструкция. И вот так вот можно вытащить столик. Вау. Вот таким вот образом. Вау, Да, вау, и обедать. вау. Вот те сиденья, скорее всего, разворачиваются. А вот там можно спать, да? Кроватка опускается. Ну, вот он, пол, кровать. Вот так, друзья, на выставке всегда можно посмотреть. Мы посмотрели, впечатлились и идем дальше. Да нет, это шутки на машине. Ну, а это у нас Range Rover, традиционненько, все красиво, в коже, автоматическое, все супер-пупер. В общем, я сделала для себя вывод, что все электромобили и гибриды заряжаемые, они достаточно аскетичные. То есть, кто привык вот ко всяким таким функциям, кнопочки, запоминания, регулировки сидений и прочее, что есть в лакшери, в BMW-шках, в Мерседесах, ну, электромобили пока что не дотягивают до этого. Пока таких функций особо нет. Может быть, те, которые здесь представлены, мы не нашли. Но, тем не менее, вот так. Вот так. То есть электромобиль пока, возможно, Volkswagen ID4, но
по моим таким впечатлениям, все достаточно аскетично. Очень аскетично, очень скромненько все везде. А вот такие автомобили, это автомобили обычные, традиционные, они, конечно, все комфортные более-менее.